Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Это первое видео с обзором моих торговых роботов, которые уже активно торгуют. Наши трейдеры уже их применяют, тестируют, внедряют. И сейчас мы видим на графике, точнее на экране, результаты торговли и тестирования за последние полгода по NASDAQ индексу и по золоту на минутном таймфрейме. И эти два робота торгуют только 2 часа в день. Можно больше торговать, но лучший результат, максимальный результат всего лишь 2 часа в день. Причем золото торгует чуть меньше, даже 1,5 часа. Итак, от этой суммы 10 458 долларов мы отнимем 10%, это комиссии, соответственно, 9 тысяч долларов. Если мы берем депозит 10 тысяч долларов, то это 90% за полгода. Хочу обратить ваше внимание, риски 0,4% на позицию. То есть мы можем вполне удвоить этот риск, и удвоится прибыль, но и увеличится просадка. Вместо 4% мы можем иметь и 8, и 10% просадки. Потому что некоторые агрессивные трейдеры у нас используют не 0,4, а кто-то 0,6, а даже 0,7 на позицию. Соответственно, и просадка выше, ну и профит итоговый больше. Теперь посмотрим на вот это значение. Да, это процент прибыльных сделок, почти 54% прибыльных сделок. Среднемесячный профит 1370 долларов. 1307, прошу прощения, долларов. И еще один очень важный показатель, на который я смотрю не только на глубину просадки, но и на время. Вот здесь у нас есть такой параметр количество дней в стагнации, то есть сколько дней депозит не делал новый максимум, 28, почти месяц. То есть за 6 месяцев, даже больше, с апреля 2020 года, этот сигнал, торгуя на минутном таймфрейме по золоту и NASDAQ, я могу ожидать, точнее по этому сигналу, то, что мой депозит не будет делать новый хай примерно месяц. И когда это произойдет, допустим, условия неблагоприятные, рынок сонный, потому что это трендовый сигнал. И на рынке мы видим периоды расширения волатильности, все гуляет. И это идеальное условие, тогда ротация бара делает самый большой деньги. Потом рынки сужаются. Да, мы используем определенный фильтр, но мы не можем отфильтровать все сделки. Это очень важно. Поэтому у нас есть ограничения по рискам, ограничения по просадке внутри дня. Сейчас вам покажу все параметры. Но давайте зайдем вот сюда, на график, и посмотрим. Вот здесь мы видим зеленая линия, это ротация бара по NASDAQ. И такая оранжевая линия, это ротация бара по золоту. Это все, еще раз подчеркну, минутные графики. Вот это очень интересно. Посмотрите сюда. Вот мы видим, как существенно, вот здесь, я надеюсь, вам видно, где моя мышка, существенно проседал, ну как существенно, относительно этого графика. Это немного, но тем не менее. Вот ротация бара, что-то не ладилось по индексу NASDAQ. Но в то же время мы видим рост, да, мы видим рост золота. То есть по золоту у нас профит, по NASDAQ наоборот. Здесь посмотрите, NASDAQ снижается, золото в нейтральной зоне, либо даже, мы видим, немножко растет. Это очень-очень важно, это посмотрите сюда. Да, золото снижается, NASDAQ существенно растет. То есть вот эти моменты очень-очень важны. Диверсификация. И вот здесь вы видите такую прямую линию. Здесь результаты по NASDAQ до 1 ноября, потому что с ноября на час позже начинается торговля. Так, торговля с 4:30, а в зимнее время с 5:30. Да, соответственно, здесь будет нужно отдельно тестировать именно с 5:30 до 6:30. Да, или там до 7:30, потому что мои роботы торгуют первые 2 часа открытия рынка. Да. Основные торги с 4:30 до 6:30. Вот эти 2 часа. Так, теперь давайте посмотрим на отдельно статистику по NASDAQ и отдельно по золоту. Начнем с NASDAQ. Мы видим, NASDAQ сделал чуть больше профитов, 6100. Золото 4300. По золоту мы видим один убыточный месяц май. По NASDAQ ни одного. Да, ни одного убыточного месяца. Давайте посмотрим еще
вот сюда суммарное количество трейдов 568 по NASDAQ, намного активнее, да, примерно в 2 раза активнее. Суммарное количество трейдов по золоту 282, но NASDAQ чуть больше по времени торгует, поэтому и трейдов больше. Мы видим количество прибыльных сделок, точнее процент прибыльных примерно одинаковый. Профит фактор по золоту выше, да, 1,8, здесь 1,5. И здесь мы можем увидеть средний профит на средний лосс. Мы видим минус 45 средний лосс, плюс 58 средний профит по NASDAQ. И минус 39 по золоту, 65 плюс по золоту. То есть мы видим золото чуть-чуть в целом получше, да, но профит все равно больше по NASDAQ за счет количества сделок. То есть более активный инструмент. Можем посмотреть еще на... Кстати, вот это интересный момент. Посмотрите сюда. Ротация бара по золоту в стагнации за последние полгода была 50 дней. Это почти 2 месяца. Но если я добавляю еще какой-то инструмент, либо сигнал, в данном случае NASDAQ, 27. А вместе всего лишь 28 дней. То есть очень важна диверсификация. Если ты тупо торгуешь один инструмент, один сигнал, то твоя просадка, скорее всего, будет глубже. И период, когда нету профита, тоже будет дольше, потому что есть ситуации, сигналы, когда просто рынок стоит или неблагоприятная обстановка для этого сигнала. Вот, например, сегодня у меня робот активно торгует ротацию бара, и в начале сессии ситуация была вообще неблагоприятна, да и на самом деле вот где был шорт и где я сейчас в профите сижу, то же самое. Вот отсюда до сюда это вся торговая сессия, ну вот сюда, да, это 3 часа почти, почти 3 часа торгового времени, и за весь этот период мы не видели ни одного скоростного движения. В результате робот покупает здесь, бум, рынок идет обратно, робот продает здесь, берет первый тейк, соответственно, один лосс, один профит, затем снова шорт, первый профит, и сейчас, очевидно, по второй части позиции мы тоже в плюсе. Но рынок очень сложный, но за счет того, что мы используем определенные фильтры внутри этого робота, нам удается немножко обходить вот такие, деструктивные рынки, которые абсолютно не подходят для ротации бара, но мы их не можем полностью исключить. Почему? Потому что ты никогда не знаешь, какой у тебя будет торговый день. Вроде здесь началась движуха, полетали, но ни туда, ни сюда не пошли. В итоге мы в конце только дня сформировали моментум, хотя в плюс пошли 55 пунктов. Вот мой первый тейк, 25. Можно было закрыть прямо на уровне, на предыдущей структуре, но если рынок вдруг ускорится, поэтому мы оставляем вторую часть позиции. Да, у нас есть тейк, он находится 12229, но это вряд ли цена туда придет, уже 20 часов по Москве, и время такое позднее, пятница, поэтому я сомневаюсь, что это вообще возможно, тем более я еще буду у экрана, может быть 30 минут, сейчас запишу видео и все. Поэтому я поставил алерт сюда. Если протестит эту зону, эту область, я закрою просто позицию и все. И, может, мы с вами закроем. Давайте еще несколько примеров сделок, которые были по ротации. Ну, конечно, надо отметить вот этот трейд, да, просто монстр. Тоже очень сонно начиналась сессия. Это 9 декабря, консолидация, потом тоже sell. И очень долго пришлось ждать даже первого тейка. Мы видим, первый тейк был достигнут через час, да, после того, как был шорт. Но посмотрите, Но посмотрите, что потом произошло. Мы пробили такой же уровень, кстати, как сегодня, и рынок просто без остановки отвалился. Максимально возможный профит, который здесь вообще можно было взять. Вот здесь у нас стоит как раз место второго тейка, это 123 пункта, это очень-очень солидно по NASDAQ. Я вышел, правда, чуть раньше, вот где вы видите, здесь проходит горизонтальная линия, круглая цифра 12500, но тем не менее очень-очень неплохие деньги. Наши трейдеры в начале сессии участвовали вот в этой шорт позиции. Здесь тоже быстрый первый тейк, второй по нулям,
потому что мы торгуем двумя позициями, да, берешь первый скальп, и дальше, если движение продолжается, твой ордер двигается по ETR, по волатильности. Затем 8 декабря, сейчас мы разберем настройки, вы не переживайте, я сейчас пробегаюсь по сделкам, чтобы вы видели, как вообще на графике это. Черный бар sell, да, мы видим здесь рынок тоже дернулся, я взял часть на подходе к поддержке и по трейлингу вышел здесь. Затем 0 сделок, тоже консолидация, тоже под самый вечер был buy сигнал, но тоже профитный. Вы заметили, ближе к вечеру, вот уже самые такие последние сделки, это даже более профитные, чем сделки в начале сессии. Но это такой рынок. Обычно в начале самые большие профиты, здесь покупаю, первый тейк здесь, и потом трейлинг стоп сработал вот здесь, где мы видим такой короткий зеленый отрезок. Да, это трейлинг стоп. И еще давайте посмотрим. Днем ранее здесь не отмечено, я торговал из дома. Это покупка вот здесь. Белый бар. Это, пожалуй, самый был ранний трейд, который принес самые большие деньги. Лонг здесь. Стандартный тейк 25-30 пунктов. И второй тейк был в районе, как помню, 12600, но я вышел чуть раньше. Вот и все. Это основные позиции, которые были на этой неделе по NASDAQ. И примерно 65-70% профитных сделок вместе с золотом. Да, сейчас мы перейдем и посмотрим на Gold. Но посмотрите, похоже, похоже, не все плохо. Давайте сделаем проще. Мы с вами здесь закроем прибыль. Да, посмотрите, не все так плохо, оказывается. NASDAQ валится. Причем не дошел какой-то спред до моего стоп-лосса, трейлинг стоп-лосса. Но мы сейчас возвращаемся к ценности. Давайте подождем минутку, прям буквально. Посмотрим, удастся ли рынку чуть-чуть ниже продавить. Конечно, может быть моментум большой, но это надо сидеть, да, у экрана сейчас, смотреть. Поэтому я думаю, что мы сейчас с вами зафиксируем тейк здесь и все. И будем заканчивать. Всегда смотришь и думаешь, ну блин, ну может быть есть надежда, да? Я выхожу полностью. Еще плюс 35 пунктов, да, по этой позиции. И того 2 профитных трейда, 1 лосс сегодня. Вчера, кстати, тоже был один микро, да, небольшой лосс. Конечно, львиную долю профитов принес вот этот трейд. Да. Все, мы с вами закончили по NASDAQ. Теперь давайте перейдем к золоту. Золото, вот оно, золото золотое. Так, что у меня было сегодня? Сегодня по золоту был buy, белый бар, покупка. Робот купил. Прямо уровни. Я закрываю одну часть сразу. Почему? Потому что я потом вам расскажу все правила. Давайте сейчас просто пробежимся по позициям. Я закрываю здесь часть. Сразу рынок дергается, и по трейлингу я выхожу, причем по ручному. Я начал вручную ужесточать стоп-лосс. Почему? Опять же таки, трейдеры, обратите внимание налево. У нас структура. Давайте обновим график. Посмотрите, структура, сколько уровней. Я начал двигать, и, короче, нулевой трейд. Больше сделок сегодня по золоту не было. Идем ко вчерашнему дню. Вчера мы с трейдерами купили лонг, первый тейк взял, второй по трейлингу, где у меня здесь должно быть отмечено, ну, не так важно. Да, по трейлингу там микропрофит, основной профит был по первой позиции плюс 35. Здесь не было покупки, потому что на тот момент я был в позиции отсюда. Да, и больше сделок не было. Видите, золото не такой активный инструмент, потому что он всего 1,5 часа торгует. По времени это 13-15 терминально, 15 минут 5 без 20, без 26. И все. Давайте еще днем ранее. Покупка белый бар, лонг здесь. Тоже дернулись. Обратно это лосс. Потом здесь шорт.
первый таргет в районе поддержки. И дальше мы видели гигантский моментум. Я тоже вышел чуть раньше. Да, но кто из наших трейдеров сидел до конца? 100 с копейками, 110 пунктов профита и все. Да, больше сделок не было. Еще раз, 1-2 сделки в день, и на самом деле этого более чем достаточно, потому что ты ловишь самый сок, если он будет, самый большой момент. Идем в следующий день. Обратите внимание, как все однотипно. На открытии, да, торгов моих на старте белый бар — это идеальные условия, да, пробой уровня, чередование свечей, тренд-фильтр зеленый бай, тоже первый таргет скальп, второй по трейлингу здесь вышел. Тоже профитный трейд. И, конечно, надо отметить вот этого гиганта. Покупка здесь тоже торговал из дома, поэтому здесь не отмечено. Buy. Ну и мы здесь видим, я взял самый крупный из возможных тейков, 200 пунктов. Потому что в большинстве своих сигналов по золоту максимальный предельный тейк я ставлю 200 пунктов. Ну или 2000, да, смотря сколько знаков мы будем использовать. Этот тейк будет достигаться примерно 2-3 раза в месяц. То есть 2-3 раза в месяц мы будем вот такие параболические движения видеть. И вот это как раз был тот день, когда это движение произошло. И как раз буквально за 5 минут до конца своей работы робот покупает здесь. Ну и просто безостановочный трейд. Здесь даже говорить нечего. То есть я поймал по большому счету всего лишь 2 сделки вот таких огромных, и больше других движений не было в мою сессию. И на самом деле это выше крыши. То есть нет такого большого количества сигналов, но мы видим, если быть правильным с точки зрения времени и правильным с точки зрения места, тогда ты получаешь наибольшее математическое ожидание от сигнала либо системы. Теперь давайте зайдем в ротацию бара, и я покажу, что за настройки используются в этом роботе. Итак, робот ротация бара, напоминаю, он торгует коррекцией. Его основное назначение — торговля коррекциями, не коррекциями, а на коррекциях рынка, то есть находить точки кульминации коррекции в направлении тренда. Соответственно, мы используем как фильтр ротации бара — это пробой уровня. Сначала робот ждет пробой уровня. С какого таймфрейма? С М5. Ниже мы видим 5-минутка. Сколько ждет? 45 минут. Нажмем дважды. Зайдем в систему. Нажмем «Да», показывать 5-минутные уровни. Окей. И вот здесь мы видим эти условия. Пробой уровня. Если мы покупаем, пробой сопротивления. Первое условие. Затем робот начинает отслеживать количество свечей до чередования сначала с черных, а потом первый белый бар я неправильно поставил. Вот здесь. Первый белый бар, лонг. Да? Пробой уровня. Коррекция, белый бар. Пробой уровня, коррекция, белый бар. Здесь всего лишь прошло очень мало. 8 это редкое явление, когда между пробоем уровня и чередованием свечей проходит всего лишь 8 или 10 минут. Здесь у нас установлено 45 минут. Вот здесь 45 минут. То есть все это время робот будет ждать ротации бара. Это позволяет нам участвовать в большем количестве трейдов, то есть больше сделок. Ну и это оптимально, да, с точки зрения тестирования. И вот это, кстати, то, что я вам сейчас показываю, настройки, они вот здесь. Вот результат этого робота за последние полгода. Да, мы видим, этот месяц только начался. Да, 380 баксов. Самый сильный был прошлый месяц. Да, мы видим $1000. Неплохой месяц октябрь был. Да и август нормальный, 7. Да, если мы берем депозит $10 000, 7,5%. Но еще раз, это при очень небольших рисках. Если мы посмотрим на средний риск, ну, не средний, даже стандартный 0,4, а в некоторых роботах 0,3 я использую. То есть вполне можно удвоить, и тогда там будет 15-20% профита в месяц ожидания. Да? Но и просадка, имейте в виду, будет выше, там не 4, а 8. Хотя 8 тоже немного. Да? Профессионал допускает даже больше. Что у нас еще здесь? Мы видим, что стоп и тейк выставляется в пунктах. 32 пункта
Стоп 35 take, take profit 1200. Ну, на самом деле обычно стоит 2000. Здесь не совсем корректно. Мы видим, что используется trailing stop. Да, двигать стоп-лосс позиции 2, если сработал take profit позиции 1, да, true. Период по какому параметру ETR, потому что трейдинг стоп это вот линия трейлинга, вот она идет. Соответственно, как только робот здесь купил и цена прошла в плюс, и первый тейк взят, тейк профит первой позиции, 35 пунктов. Стоп, который 32, он присоединяется к этой линии и двигается до тех пор, пока либо цена не заденет трейлинг стоп, либо не сработает take profit, который обычно я ставлю в районе, опять, не сохранили, наверное, в районе 200 пунктов, 2000 пунктов. Теперь здесь у нас раздел по тренду против тренда. Я здесь вообще не использую тренд-фильтр, несмотря на то, что мы видим здесь тренд-фильтр зеленый, но робот на это не смотрит, ему все равно. Его задача купить, как только был сигнал, но это время. Да. Мы можем, кстати, вот в этой статистике перейти вот сюда и посмотреть, в какое время, да, ну, хотя нам особо выбирать не приходится, у нас всего лишь 1,5 часа, но мы видим, что каждую неделю, каждый день недели робот делает деньги, кроме, ну как кроме, не кроме, а в среду тоже, но вот в среду посередине такой самый слабый, да, результат, основные профиты в понедельник, как ни странно, и в четверг. Да, самые гиганты, самые большие профиты. Вот здесь тоже интересно, мы видим, что все наши сделки ограничены по времени, так как мы торгуем интрадей. Максимальное время сделки 1 час. Да? То есть по окончании часа робот автоматически закрывает позиции, и вот здесь мы это время наблюдаем. 60 минут, ну, конечно, я могу поставить больше, там 90 минут, и от этого результат будет меняться. Так, на секунду вернемся к NASDAQ. Посмотрите, этот фрукт падает дальше. Не хочет останавливаться. Но, тем не менее, мы взяли неплохой профит еще плюс 40. В общем, если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу и торговать как самостоятельно, так и с помощью роботов по сигналам системы Cluster Trader, ссылка под этим видео. В следующих выпусках мы будем разбирать робот TC Buy Sell, вот этот, потом TC Breakout, PB Buy, PB Sell и разворотные паттерны. То есть у нас еще много-много роликов впереди. Хороших вам выходных, всего доброго и до встречи. Пока.